Евросоюз шантажирует Венгрию, потому что Венгрия шантажирует Евросоюз. Сколько сейчас людей служат в вооруженных силах Украины и когда Киев получит приглашение в НАТО? Обо всем этом расскажу подробнее в эфире Нехта. Самые важные и интересные новости. Украина может мобилизовать и обучить 500 тысяч человек. 500 тисяч, 100 тисяч, 200 тисяч, як буде визначено, звичайно, законом про мобілізацію. Але ми готові на сьогоднішній день. Французские и итальянские фермеры продолжают забастовки и акции протеста. Не только итальянские фермеры объединяются. Сегодня в Турине французские, голландские, испанские и немецкие фермеры встречаются вместе с нашими итальянцами. Владимир Зеленский просит поддерживать беженцев в Європі через український бюджет. Для нас набагато краще, якщо б Німеччина, вона б підтримувала українців, вдаючи гроші в бюджет України. Спасибо, что смотрите, спасибо, что доверяете нам. Давайте закрепим это доверие, поставим лайк или оставим комментарий под видео. Это очень важно для того, чтобы YouTube увидел, что вам это интересно и показал это еще кому-то. Поехали. Украинская армия насчитывает 880 тысяч военнослужащих. Такое заявление сделал президент Украины. Говорит, что при том 30 миллионов украинцев работает в Украине, и все это в интервью немецкому каналу АРД, заявил Владимир Зеленский. Еще он высказался против насильственной мобилизации и попросил Минобороны саму возможность подобных процессов исключить в новом законопроекте. Ну и несколько слов о беженцах. Для нас набагато краще, якщо б Німеччина, вона б підтримувала українців, вдаючи гроші в бюджет України. А потім Україна вже б перерозподіляла ці гроші в залежності, де знаходиться ця людина. Тому що, знаєте, коли почалась війна, наші люди виїхали. Нема питань. Але вони вивозили гроші, як будь-яка людина. Вони вивезли гроші. І всі ці гроші, вони залишились в Європі. А потім Європа почала підтримувати Україну і почала її підтримувати знов-таки в Європі. Тобто всі гроші, які йшли на підтримку українців, вони залишались за кордоном. Розумієте, да? Вони залишались в економіці тієї чи іншої держави. І тут, і ви розумієте, що в кінці кінців гроші наші виїжджали, а потім європейські гроші залишались знов там, куди виїхали наши громадяне. Зеленский говорит, что мы находимся в очень сложном моменте, но остановить Россию геополитически и финансово все еще возможно. Еще президент говорил о справедливой мобилизации и о том, что ждет предложений от Министерства обороны. И хотя по украинским законам за процесс мобилизации фактически отвечает именно президент, правил и количества он ждет именно от военных. Но военные время от времени в других эфирах свои мысли как раз озвучивают. 500 тисяч, 100 тисяч, 200 тисяч, як буде визначено, звичайно, законом про мобілізацію. Але ми готові на сьогоднішній день, наприклад, ми постійно проводимо відповідні заходи, відбуваються службові наради, де уточнюється фактичні спроможності всіх навчальних центрів, реальний стан інструкторського складу, тому що значна частина задіяна в районах виконання бойових завдань бойовими підрозділами, також підтримують навченість особового складу. Але станом на сьогодні ми спроможні будь-яку кількість особового складу навчити, звичайно. Якщо беручи аналіз, скільки було підготовлено за кордоном і відповідно на території нашої держави, то це, скажімо так, 20% за кордоном, решта підготовлені тут. Западными политиками, возможно, руководит страх перед поражением России и перед тем, что последует за этим поражением. Оттого западная помощь так нестабильна. И еще потому, что цели такой помощи четко не очерчены. Честно говоря, я думаю, что виновник проблемы, центр проблемы в том, что Запад до сих пор не осмелился сказать, какова цель войны для Запада в Украине. Как один из способов я говорю так: не столько, сколько потребуется, а до победы, чего бы это ни стоило. Определив цель, вы определяете средства ее достижения. Если у вас нет цели, то вы не будете знать, что нужно. Почему мы не можем определить цель? Знаете, некоторые говорят, что это может быть страх. Страх перед Россией. Или того, что произойдет, если Россия действительно проиграет.
Литва, несмотря на небольшие размеры страны, является одним из лидеров во всей коалиции украинских союзников и уже выделила на помощь Киеву более процента своего ВВП. На определенном этапе Украина должна получить приглашение в Альянс, говорит генеральный секретарь НАТО. Он говорит еще, что США, Европа и большая часть мира станет уязвимой, если Путин получит то, что хочет в Украине. Важно, чтобы Украина получала настоящую поддержку, потому что мы должны понимать, что за этим пристально следят в Пекине. Важно, чтобы Путин не добился своего в Украине. Это придаст силы другим авторитарным державам. Сегодня это Украина, завтра это может быть Тайвань. На этой неделе генеральный секретарь Альянса должен встретиться с представителями Пентагона, чтобы обговорить дальнейшую поддержку Украины. Евросоюз работает над планом по подрыву экономики Венгрии, если та заблокирует помощь Киеву снова. Об этом пишет Financial Times. Там считают, что в Брюсселе планируют обрушить курс национальной валюты Венгрии и уменьшить ее инвестиционную привлекательность. А это, в свою очередь, очень навредит экономике страны. Глава венгерского министерства по делам ЕС говорит, что о таком не слышал и назвал подобные действия шантажом. Венгрия не проводит связь между поддержкой Украины и доступом к средствам ЕС и выступает против того, чтобы другие страны проводили такую связь. Венгрия продолжит конструктивно участвовать в переговорах. А в то же время министр иностранных дел Венгрии прибыл в Ужгород для встречи со своим украинским коллегой и главой офиса президента. Перед поездкой министр иностранных дел Венгрии Петр Сиярту заявил, что, цитирую, «надо сделать все, чтобы венгерская община на Прикарпатье вернула свои прежние права». Еще до полномасштабного нападения на Венгрию и на Украину, помните, был очень серьезный скандал, когда прямо в посольстве на Закарпатье посол и консул выдавали, по сути, в промышленном масштабе, так сказать, незаконно паспорта Венгрии жителям Закарпатья, да, то есть они тем самым довольно искусственно наполняли Закарпатье гражданами Венгрии. Является ли это нормальная политика соседей? Я думаю, что нет, потому что Украина точно подобных действий в отношении Венгрии не делает. Поэтому, конечно же, я думаю, наши спецслужбы и наши дипломатические службы должны, аналитики, должны смоделировать наши взаимоотношения как с официальной Венгрией, так и, собственно говоря, с поправкой на столь радикальные заявления. Буквально накануне представитель крайней правой партии Венгрии заявил, что в случае поражения Украины его страна будет претендовать на Закарпатье. Теперь похожие заявления прозвучали со стороны румынской правой партии «Альянс за объединение румын», которую называют в медиа пророссийской. Лидер этой партии заявил, что готов отказаться от членства в НАТО ради Молдовы и части Украины. Мы не будем по-настоящему суверенными до тех пор, пока не реинтегрируем румынское государство в его естественных границах. Южная Бессарабия, Северная Буковина, земля Герца, часть Черновицкой области, Закарпатье. Все, что было и есть частью румынской нации, должно вернуться в пределы границ одного и того же государства. Партия пользуется поддержкой румын, разделяет взгляды с премьер-министром Венгрии и в самом начале российского вторжения Терзиу заявил, что поддерживает действия России. Правые партии и правые движения в европейских странах часто попадают под влияние Российской Федерации, ее пропаганды, и несколько расследований наших коллег, которые, скажем, касались немецкой правой партии и предвыборных кампаний французского кандидата в президенты и так далее, подтверждают эту мысль. К слову, во Франции продолжаются протесты фермеров. Министр внутренних дел страны отдал приказ силам безопасности предотвратить любую блокаду парижских аэропортов, а также не допустить колонн фермеров в столицу и другие крупные города. И не допустить блокаду международного рынка Рунгис, который снабжает столицу и прилегающие районы большей частью свежих продуктов. По просьбе президента республики и премьер-министра я напомнил префектам о 3 очень простых инструкциях.
Первое указание – следить за тем, чтобы тракторы не въезжали в такие города, как Париж или региональные столицы, чтобы не создавать чрезвычайно серьезных проблем или трудностей с точки зрения безопасности или поддержания порядка. Я знаю, что это не является целью профсоюзов фермеров. Мы хотим, чтобы все прошло как можно более гладко. Никаких тракторов в Париже и крупных провинциальных городах. Что касается Иль-де-Франса, то рынок Рунгис может продолжать работать. Кроме того, парижские аэропорты Руасси и Орли, а также провинциальные аэропорты и международные рынки фруктов и овощей должны продолжать работать и иметь возможность снабжать французские регионы. Министр говорит, что для обеспечения безопасности в этой ситуации мобилизованы 15 тысяч полицейских и жандармов. Протестуют фермеры и в Италии уже почти неделю. Они прошлись с тракторами по всем регионам, перекрывали дороги и устраивали пикеты. Они протестуют против повышения цен на дизельное топливо, против огромного разрыва между ценой, которую они платят за свою продукцию, и ценой, по которой она поступает на рынок. Не только итальянские фермеры объединяются. Сегодня в Турине французские, голландские, испанские и немецкие фермеры встречаются вместе с нашими итальянцами. Здесь объединяется Италия. Но на самом деле, объединяя Европу, мы объединяем весь мир. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие, жду ваших лайков, комментариев и репостов. Любая реакция очень важна для нас, для Ютуба и для вас в том числе, потому что так нас с вами становится больше. На этом все, до встречи и хороших вам новостей.